Ретроспектива пандемии. Роль Китая в распространении COVID-19. Извлеченные уроки. COVID-19 начался в Ухане, Китай, 1. Хотя об истинном происхождении COVID-19 до сих пор спорят, считается, что в Хахавеке несколько заболеваний, в том числе Эбола, МЕРС и САРС, произошли от летучих мышей, 1. Как и эти заболевания, коронавирус, как правило, возникает у животных, размножается внутри них, но также может размножаться и без хозяина, 1. Коронавирус постоянно эволюционирует в новые, более скрытые штаммы, которые могут заразить нас даже после того, как мы полностью выздоровеем от других штаммов. Человечество может повторно заразиться более одного раза, независимо от преодоления других ветвей коронавируса, 1. Содержание людей и диких животных в тесном контакте. Китай входит в число самых густонаселенных стран мира. Считается, что первоначальная вспышка COVID-19 возникла на рынке продуктов питания, где животных продавали для потребления, 1. Эти влажные рынки представляют собой объекты, используемые для торговли дикими животными, которые содержатся в небольших помещениях в тесноте, 1. Санитарные условия на этих рынках и разделение животных-переносчиков вируса могут уменьшить распространение вирусов в современном мире. Никто не застрахован от COVID-19. Испанский грипп 1918 года был настолько смертоносным, потому что он поражал даже здоровых людей, а также легко распространялся и убивал, 1. Как и в случае с COVID-19, никто не был застрахован от COVID-19. COVID-19 и другие коронавирусы заражают как здоровых, так и нездоровых людей. Мы все должны оставаться устойчивыми, информированными и активно принимать меры по смягчению последствий и смягчению его распространения. Повышение глобальной эффективности борьбы с пандемиями. Повысить глобальную эффективность борьбы с пандемиями, такими как COVID-19, особенно правительствами и организациями наших стран во всем мире, следует учитывать уроки, извлеченные из истории Китая, истории США и мировой истории. Улучшить условия жизни и гигиены. Если мы улучшим глобальные условия жизни и гигиену, распространение инфекционных заболеваний будет предотвращено. Как описано в других моих статьях, за счет меньшей вирусной нагрузки при этих заболеваниях, мы даем нашему телу возможность лучше бороться с болезнями. Вот почему мы должны улучшить наши стандарты и улучшить нашу гигиену. Поступая таким образом, мы можем не только предотвратить распространение болезней, но и предотвратить систематические смертельные исходы в нашем собственном организме. Человечество во всем мире должно стремиться улучшить доступ к чистой воде, адекватным санитарно-техническим средствам, дезинфицирующим чистящим средствам, а также к гигиеническим продуктам и средствам.
В глобальном масштабе человечество должно больше обмениваться информацией и исследованиями, чтобы способствовать более совершенным действиям всех, включая неосведомленные развивающиеся страны. Поделившись этой информацией, человечество может улучшить практику гигиены и обеспечить улучшение условий жизни в соответствии с местными нормами и стандартами во всем мире. Образовательные кампании и программы работы с населением должны стать важной частью обеспечения наиболее эффективных глобальных изменений здесь. Нам нужны систематические изменения в нашем образе жизни, которые поддерживаются и навязываются нашими правительствами. Наши правительства должны защищать нас. Защитите наше здоровье и безопасность. Зачем еще мы платим налоги? Вирусы распространяются бессимптомно. Вирусы распространяются бессимптомно, поэтому важно соблюдать карантин, носить маски и социально дистанцироваться от других, независимо от того, испытываете ли вы какие-либо симптомы. Контролируйте плотность населения в аэропортах и городских районах. Аэропорты – это огромные центры, где собирается множество людей со всего мира, а затем распространяют болезни с неконтролируемой скоростью. Чтобы наиболее эффективно контролировать распространение заболеваний, правительства и организации должны более эффективно регулировать и обеспечивать соблюдение мер в наших аэропортах, но и в наших городских районах. Чтобы контролировать плотность населения в аэропортах и городских районах, человечество должно ограничить количество пассажиров, допускаемых на рейсы. Во времена COVID-19 я был ошеломлен своим опытом полетов на рейсах American Airlines, потому что, когда все эти люди умирают от COVID-19, компания продала и заполнила все место на рейсе. Это крайне неэтично, потому что как компания они больше заботились о своей экономической выгоде, чем о жизнях клиентов, которых они обслуживали. Рисунок Unsplash. Вместо этого компаниям следует заполнять только каждое второе место. Это действие должно осуществляться посредством постановлений, применяемых правительствами в периоды беспокойства. Когда CDC и ВОЗ относят страны и регионы к группе повышенного риска, эти правила должны автоматически применяться. Всем авиакомпаниям во всем мире следует ввести какие-то подобные правила, чтобы обеспечить более безопасные путешествия и снизить распространение заболеваний в тревожные времена. Рисунок Pinterest. Расстояние между местами для сидения в общественном транспорте должно быть предусмотрено законами и правилами. Аналогичным образом, должны быть приняты законы и постановления, которые требуют снижения на определенный процент максимальных требований к обитаемости для коммерческих зданий. Например, по закону это будет означать, что только определенное количество людей может войти в местный Walmart, когда мы находимся в этом статусе повышенного риска.
хотя в некоторых странах существуют ограничения по пропускной способности и ограничения на полеты самолетов, общественный транспорт и коммерческие здания. Это должно быть реализовано во всем мире. Требования социального дистанцирования в общественных местах должны быть ужесточены и тщательно контролироваться. Потому что профилактика – лучшее решение. Социальное дистанцирование наиболее эффективно влияет на улучшение результатов. При приеме на работу следует распределять рабочие графики и гарантировать, что рабочие столы не будут использоваться совместно. Варианты удаленной работы должны быть предусмотрены законом для некоторых профессий. В целом, мы все должны снизить плотность населения в наших транспортных системах и в городских районах по всему миру в периоды повышенного риска. Рисунок Healthy Place. Принимайте меры активно, даже если неизвестны все факты. Важно, чтобы наши лидеры принимали обоснованные решения. Но наши лидеры не должны упускать возможность принять меры, когда бездействие влияет на жизнь и смерть миллионов людей. Важно действовать упреждающе, даже если не все факты известны. Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, важно принять меры. Человечество знает простые действия, которые могут спасти жизни. Человечеству следует быстро и активно реализовать эти известные действия, чтобы компенсировать известные риски для здоровья и безопасности. Проактивные действия включают в себя реализацию ответных мер, а также расширение распространения профилактических мер. Действия должны включать распространение средств индивидуальной защиты и медицинских товаров, масштабирование и рост медицинских учреждений и ресурсов по всей стране. Увеличьте количество отчетов о данных, увеличьте отслеживание данных, увеличьте мониторинг тенденций и увеличьте контроль за соблюдением мер. Прозрачные сообщения должны быть доступны общественности. Раннее внедрение мер по отслеживанию контактов, карантину и ограничениям на поездки. Рисунок Healthy Place. Выиграйте время, чтобы медицинские работники могли развернуться, мобилизоваться и оказать помощь. Выигрыш времени, чтобы медицинские работники могли развернуться, мобилизоваться и оказать помощь, имеет решающее значение на ранних стадиях вспышки заболевания. Крайне важно расширить возможности наших медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи. Крайне важно увеличить ресурсы, доступные для оказания помощи, например, путем распределения персонала, больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких, вакцин, лекарств и средств индивидуальной защиты в наши медицинские учреждения. Действия по набору и обучению медицинских работников должны быть реализованы как можно раньше. Курсы должны быть доступны онлайн. Волонтерам должны быть предоставлены бонусы для прохождения сертификации и повышения квалификации.
Обучение и набор сотрудников требуют времени. Строительство объектов требует времени. Развивайте отрасль здравоохранения на раннем этапе, поддерживайте отрасль и привлекайте волонтеров. Из-за COVID-19 наша отрасль здравоохранения и персонал были истощены. По всей стране объекты и персонал должны поддерживаться в рабочем состоянии и быть готовыми к работе в периоды повышенного риска. С первоначальным признанием рисков для здоровья и безопасности, начиная с внутри страны, необходимо предпринять действия для раннего развития отрасли здравоохранения, поддержания отрасли и привлечения волонтеров для наилучшего удовлетворения потребностей нации в условиях потенциального кризиса общественного здравоохранения. Правительствам следует увеличить финансирование исследований и разработок вакцин и методов лечения, расширить распределение материалов и ресурсов, расширить доступ к здравоохранению для всех, активизировать волонтерскую деятельность и улучшить общественные услуги. Рисунок. Умная цитата. Управляйте результатами и продлевайте жизнь, чтобы у организма было больше времени для борьбы. При любом заболевании следует свести к минимуму вирусную нагрузку или количество микробов внутри организма, чтобы дать вашему организму больше времени для борьбы и уменьшить перегрузку вашего организма вирусом. Этого можно добиться, соблюдая образцовую гигиену, которая включает в себя душ по прибытии домой, а также после пробуждения или сна не менее 2 раз в день, промывание глаз глазными каплями, частое мытье рук, промывание содержимого носа, надевание масок и перчаток, стерилизацию спиртом. Продукты на их основе. Обязательно ведите здоровый образ жизни, включающий физические упражнения, сбалансированное питание и отказ от рискованного поведения. Наилучшая профилактика также может означать раннее выявление, поэтому помните о потенциальных симптомах и проходите тестирование как раньше, так и часто, в идеале не выходя из дома. Мы все должны просто стараться изо всех сил. Мы должны бороться с интенсивностью. С каждым прожитым днем ваши шансы на выживание статистически увеличиваются. Обязательно сделайте все возможное и проконсультируйтесь с медицинскими работниками, чтобы контролировать результаты и улучшать свои возможности для достижения лучших результатов. Рисунок. Хорошо. Обязательно проконсультируйтесь с профессиональным медицинским работником по поводу хосписной помощи или других доступных вам программ. Улучшить современную медицину. Общество должно стремиться развивать современную медицину посредством расширенное тестирование. Передовые методы лечения. Передовые лекарства, вакцины и бустеры. Продвинутая технология. Расширенные возможности. Увеличение медицинских исследований. Улучшенные медицинские образовательные программы. Содействие сотрудничеству и партнерству.
Прозрачность правительства и организаций в отношении смертей, поставок и научных исследований. Прозрачность и подотчетность являются важнейшими компонентами любого эффективного здравоохранения в стране. В случае вспышки пневмонии, вызванной SARS-CoV в 2003 году, и симптомов, связанных с высокой температурой, китайское правительство неэффективно приняло меры, скрыло информацию и Т-дней. 1. Это привело к увеличению смертности как по всей стране, так и за рубежом. 1. Ограничения на поездки в Китае были введены недостаточно быстро. 1. Карантин, запреты на поездки и лечение не были реализованы достаточно быстро. 1. Для улучшения результатов необходимы прозрачность и обмен информацией. Мы все можем принимать обоснованные решения только тогда, когда мы действительно информированы. Когда мы знаем количество фактических смертей, мы более склонны предпринять достаточные действия для снижения этих смертей. Рисунок Pinterest. Общество должно быть осведомлено во времена проблем со здоровьем. Всегда будет отставание или задержка в получении данных и исследований. Вот почему очень важно, чтобы общество приняло меры как можно раньше. Данные могут быть хуже, чем мы думаем, просто потому, что обмен данными требует времени. Данные, которые мы получаем сегодня, всегда будут основаны на старых данных. Вопрос только в том, сколько лет этим данным. Когда общество информировано, оно может более эффективно собирать материалы и проводить исследования для достижения наилучших результатов. Будучи информированными, мы можем смягчить последствия медицинских ошибок или необоснованных действий, предпринятых с целью помочь ситуациям. Вот почему мы всегда должны проверять информацию и оценивать плюсы и минусы всех решений, которые мы принимаем. Отслеживание, обмен и мониторинг данных. Сбор и анализ данных имеет важное значение для понимания проблем общественного здравоохранения и борьбы с ними. Поэтому агентствам важно отслеживать распространение заболеваний, выявлять вспышки на ранней стадии и оценивать эффективность действий. Хотя личная конфиденциальность важна, важно, чтобы мы извлекали уроки из жизни других, а просто идентифицировали эту информацию как специфичную для Джейн Доу. Истинное число инфицированных должно быть точно сообщено обществу, чтобы все могли улучшить меры профилактики и реагирования. Ввести запреты и ограничения на поездки на раннем этапе. Ограничения и запреты на поездки замедляют распространение заболеваний в нашей туристической индустрии за счет снижения риска заражения инфицированных, поэтому нам следует вводить их как можно раньше и постоянно обеспечивать их соблюдение в периоды повышенного риска. Осуществлять уход и тестирование на дому. Тестирование позволяет нам улучшить принимаемые нами меры реагирования, когда мы проводим тесты из дома.
Мы избегаем перегрузки наших медицинских работников в наших учреждениях, а также снижаем риск нового распространения болезни на себя от других и наоборот. Точность домашнего тестирования и эффективность ухода на дому должны быть важны при любой эпидемии. Обеспечьте прививку и ревакцинацию наиболее чувствительным людям. Вакцинация довольно эффективна для предотвращения распространения болезней и улучшения результатов для инфицированных. Бустеры помогают вашему организму поддерживать иммунитет и антитела, которые помогают бороться с болезнью. Важно, чтобы мы все прошли вакцинацию, чтобы уменьшить распространение COVID-19, а также сделать прививку, чтобы снизить смертность, которая все еще происходит сегодня во всем мире. Описанные выше действия основаны на действиях США, предпринятых в отношении COVID-19, и все они описаны в следующих статьях. Ретроспектива пандемии, анализ прошлых данных о COVID-19 и данные ВОЗ сегодня. Несколько лет назад, с появлением COVID-19, я присоединился к группе корпуса выживших в Facebook и на собственном опыте осознал все. Medium.com. Ретроспектива пандемии. Борьба с COVID-19 посредством исследований и анализа данных. В жизни каждый мечтает о здоровой и долгой жизни. На протяжении всего общества человечество боролось с болезнями. Если вы... Ретроспектива пандемии. Последствия COVID-19 для всего мира продолжаются и сегодня. Когда дело доходит до COVID-19, вы можете быть удивлены тем, что США являются наиболее пострадавшей страной с самой высокой статистикой смертности. За веселое видео о социальном дисконтине проверить. Эвелин Пария, COVID Social Distancing. Спасибо всем, кто присоединился ко мне в этом видео. Обязательно подпишитесь и нажимайте на видео, показанные здесь, чтобы посмотреть больше видео и улучшить свою жизнь.